Привет, это X12 Ultra, беспроводные наушники-вкладыши с кодеком aptX от фирмы Sabot. На самом деле я давно уже хотел их заказать, но все как-то терзали меня некоторые сомнения, ведь для подобного форм-фактора у них не совсем обычная форма. Разумеется, если брать за некий стандарт вкладышей наушники от яблочной компании, которые копируют практически все без исключения производители из Поднебесной, так или иначе внедряя минимальные изменения в классический дизайн AirPods. И тут вы можете задать вполне резонный вопрос, а что же все-таки заставило меня их купить? На самом деле все просто. Дело все в том, что месяц назад ко мне на обзор попала модель E12 Ultra от этой же компании, только внутриканальный вариант их беспроводных наушников. И вот именно Sabot E12 Ultra смогли меня настолько удивить по всем своим параметрам, что я без преувеличения могу назвать их лучшим решением по соотношению цена-качество в сегменте внутриканальных наушников на сегодняшний день. Конечно же, из тех экземпляров, что были у меня на обзорах. Ну а что из себя представляет вкладыши X12 Ultra, я вам расскажу в своем сегодняшнем ролике. Итак, начну я по классике. Упаковка наушников очень классная. Как я уже отмечал во внутриканальной версии, все здесь так и говорит о том, что внутри тебя ожидает нечто качественное. Расписывать тут все детали я не буду, а скажу лишь одно. Sabot держит марку, и это приятно. Слева в поролоновой проставке находится зарядный кейс и отдельно уложены сами наушники. Справа в небольшой черной коробочке лежит зарядный кабель USB Type-C и пакетик с силиконовыми уплотнителями. Это на тот случай, если наушники вдруг будут выпадать из ушей. Лично мне они не пригодились, но их наличие еще раз доказывает особое внимание Sabot к деталям и удобству использования. Как и в E12 Ultra, в комплекте также имеется небольшой черный мешочек для переноски. Форма зарядного кейса внешне ничем не отличается от внутриканальной версии. Это все тот же прямоугольник со скругленными углами. В руке лежит приятно и не кажется громоздким. Как вы могли заметить, в этот раз я снова взял камуфляжную расцветку, только теперь это цвет Сахара. В прошлом своем ролике я уже объяснял, что в таком исполнении кейс и наушники имеют матовое покрытие, что практичнее, нежели глянец. В кейсе установлен аккумулятор на 750 мАч. Вообще, что касается зарядного кредла, то в сравнении с внутриканальным вариантом E12 Ultra здесь есть единственное довольно важное отличие, и оно заключается в том, что кейс X12 Ultra не поддерживает беспроводную зарядку. По всем же остальным параметрам кейсы идентичные. Время зарядки по кабелю от 0 до 100% составляет порядка 1,5 часов. Крышка кейса крепится на металлической петле с доводчиком и открывается мягко, с фиксацией в верхнем положении. При желании ее можно открыть одной рукой, а второй уже достать наушники. На задней стороне под петлей встроен Type-C разъем для зарядки. Чуть выше над ним имеется встроенный индикатор в виде 4 точек по 25% на каждую. Сами наушники с внешней стороны выглядят один в один как внутриканальные. Когда они вставлены в уши, понять, какого они типа, будет невозможно. Анатомическая форма, напоминающая запятую, лично для меня еще с прошлой версии оказалась довольно удобной. Наушники нигде не давят даже при надетой на голову шапке. Внутренняя часть наушника полностью матовая. Тут имеется два контакта для зарядки и чуть утопленный в корпус звуковод-вкладыш классической формы, как у AirPods. В каждом наушнике установлено по одному 14-мм драйверу. Отверстия в звуководе прикрыты металлическими сетками. Класс влагозащиты наушников IPX5. Как и в Sabot E12 Ultra, микрофон здесь работает прекрасно. Установлен он в самом низу в торце корпуса. Ну что ж, друзья, проверяем работу микрофонов в наушниках Sabot X12 Ultra. Вот таким образом они звучат, можете услышать. В принципе, здесь довольно тихо, улочка здесь спокойная, машины практически не ездят и ветра практически нет. Правда, сегодня очень-очень холодно, пришлось немножко утеплиться, но тем не менее вы можете сейчас услышать, как звучат именно микрофоны в этих наушниках. Надеюсь, вам понравился звук, потому как мне звук очень даже понравился. На внешней стороне наушника в центре расположена круглая физическая кнопка управления функциями мультимедиа. Нажимается она очень мягко и нет такого ощущения, что при нажатии ты вдавливаешь наушник еще глубже себе в ухо. Как и во внутриканальной версии, управление тут самое удобное.
Однократное нажатие по любому из наушников отвечает за плей-паузу, а также позволит ответить на входящий вызов. Двойное нажатие в режиме воспроизведения переключает треки. Правый наушник вперед, левый перематывает в начало композиции или включает предыдущую. По тройному нажатию происходит управление громкостью. На правом наушнике это действие отвечает за увеличение, на левом за уменьшение. Если зажать кнопку на 2 секунды, то можно вызвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. Рядом с кнопкой управления имеется небольшой световой индикатор состояния. Во время воспроизведения музыки он не активен, а работает лишь во время сопряжения, мигая поочередно красным и белым свечением, а также горит красным во время зарядки при помещении наушников в кейс. Sabat X12 Ultra работает на чипе Qualcomm QCC3020, что говорит о доступности кодека aptX, помимо которого в арсенале есть еще AAC и SBC. Подключение к смартфону происходит по протоколу Bluetooth 5.0. Они могут работать как вместе, так и по отдельности, если один из них убрать в кейс. Таким образом, музыку можно слушать непрерывно, поочередно их заряжая. Внутри каждого наушника установлен аккумулятор на 60 мАч, и в теории зарядить их от кейса можно 6 полноценных раз. Время одного цикла зарядки обоих наушников от кейса составляет 1 час. Sabat X12 Ultra очень громкие наушники. Для вкладышей это большая редкость, по крайней мере из тех, что я успел протестить за все время. Я вам даже больше скажу, они играют громче своих внутриканальных собратьев, а уж в E12 Ultra уровень волюме дай бог каждому. Так что думаю, слушать эти наушники на 100% громкости сможет далеко не каждый. Оптимальным, наверное, будет уровень процентов 80. Причем тут я позволю себе уточнить, что на максималках ничего не хрипит, просто это слишком громко. К слову сказать, на 80% громкости наушники проиграли у меня чуть больше 7 часов от одного заряда. Результат просто отличный, учитывая, что многие даже на такой громкости и слушать не станут. Что же до самого звучания, то в этих наушниках оно лично на мой вкус просто безупречное. В отличие от затычек E12, в этих наушниках пригревать ничего не пришлось, они сразу круто шарашат прямо из коробки. Единственное, скажу сразу, что это вкладыши, и эффекта полного погружения в таком форм-факторе добиться очень сложно. Здесь не будет такого глубочайшего объема, что есть во внутриканальной версии. Тут работает все по-другому. В Sabat X12 Ultra именно чистый, ровный и четкий звук. И это не означает, что баса тут нет. Он есть, он хорошо вырабатывает весь свой потенциал, его более чем достаточно. Но при этом он не доминирует над остальными частотами. Тут как раз тот самый баланс по частотам, что когда-то стал эталонным для меня в наушниках Honor FlyPods. Середина тут не завалена и не смешивается с басом, она передает все нужные акценты в вокальных композициях, голос звучит великолепно. Верхушки четкие, звонкие, без песка. Тарелки, хэты, крэша и перкуссию наушники отрабатывают на ура. Тут вопросов у меня нет. Также отмечу, что слушать аудиокниги в них довольно комфортно, мне понравилось. Связь со смартфоном устойчивая, как в метро, так и просто на улице. Разрывов соединения мною зафиксировано не было. По дальности работы сигнал спокойно пробивается через 2 стены. Что же касается онлайн-просмотра роликов на YouTube, то наушники работают хорошо. Рассинхрон на слух обнаружить мне так и не удалось. В PUBG Mobile задержка также небольшая, так что поиграть вполне реально. Но где-то слышал, что сами разработчики сделали оптимизацию под игру с беспроводными наушниками. Но так это или нет, точно сказать не могу. В любом случае играть можно спокойно. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Sabat X12 Ultra наушники классные, звук, удобство использования, микрофон, все в них замечательно. Лично я минусов в них не нашел. Заказывала я их на Алиэкспрессе за 2900 рублей, что примерно составляло $45, и за эти деньги они просто топ. Сейчас из-за низкого курса рубля цена уже не такая интересная, как была, но тем не менее в долларах она не изменилась. Так что в долларовом эквиваленте наушники сейчас можно считать довольно неплохим приобретением. Ну а что вы думаете по этому поводу и как вам наушники? Пишите свои мысли в комментариях, будем обсуждать. Также пишите, что еще можно заказать на обзор, и если ролик понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь впереди будет еще много всего интересного. А на сегодня у меня все, спасибо вам за просмотр, всем хорошего настроения и до встречи в следующих видео, пока-пока.